Я думала, что всю жизнь куда-то еду, а потом поняла. Все это время я училась смотреть. Иногда меня спрашивают, как вообще у тебя родилась, появилась женщина в дороге. И каждый раз мне хочется ответить очень честно. Никак. Она не появилась. Она случилась. Как обычно случаются самые важные вещи в нашей жизни не по плану. Или она существовала давно, я просто слишком поздно дала ей имя. Главное, она случилась. Как обычно случаются самые важные вещи в нашей жизни не по плану. Не потому, что однажды утром я проснулась, встала и решила, что все, теперь у меня будет новый проект. Нет. Она тихо собиралась много лет. По аэропортам, по поездам, по гостиницам, по дорогам, по деревням, по разговорам, по чужим окнам, по старым сумкам, по новым чемоданам, по огромным шмелям, которые зачем-то стучатся в оконную сетку ранним утром с настойчивостью бывших любовников, по собакам, которых уже нет, но которых продолжают вспоминать за семейным столом, по всем тем моментам, которые почему-то не захотели исчезнуть из памяти. Долгое время мне казалось, что все это никак между собой не связано, что я просто наблюдаю жизнь, записываю случайные мысли, сохраняю впечатления, смотрю по сторонам. Но однажды я вдруг поняла, все эти годы я собирала не заметки, я собирала одну историю, у которой еще не было имени. И, наверное, именно поэтому я так люблю дороги. Потому что иногда мы едем через страны, а иногда через собственные состояния. И однажды оказывается, что это одно и то же. Мне кажется, именно в дороге человек особенно хорошо слышит себя. Потому что дорога снимает привычные роли. Между двумя городами уже не так важно, кто ты по профессии. Врач или учитель, пожарник или нефтяной магнат. Между двумя странами перестает быть важным многое из того, что еще вчера казалось главным. Остаешься только ты и жизнь, которая происходит вокруг. Я вдруг поняла, что очень часто даже не участвую в происходящем, а просто смотрю, замечаю, слушаю, как будто моя работа быть свидетелем. Не каждого спора, конечно, не каждой правоты, не каждой маленькой житейской войны, а самой жизни. Шмеля, улитки, лягушки, старого дома, его окон, женщины в окне, пожилого мужчины за завтраком в привокзальном кафе, чемодана, который видел больше городов, чем некоторые люди, свет, который вечером загорается в чужих квартирах. И вдруг оказывается, что именно из этих маленьких наблюдений складывается нечто гораздо большее. Наверное, поэтому этот проект так трогает меня. Иногда меня спрашивают, почему ты плачешь, когда рассказываешь про него? И я долго не знала ответа. Мне казалось, что дело в дороге, в воспоминаниях, в возрасте, в расстояниях, в эмиграции, во всем понемногу. Но сейчас, мне кажется, причина совсем другая. Женщина в дороге ничего во мне не пытается исправить, не пытается сделать меня спокойнее, практичнее, менее чувствительной, более правильной, более привлекательной, более понятной. Наоборот, она как будто впервые разрешает существовать той части меня, которая всегда была рядом, той, которая любит дороги, замечает свет в чужих окнах, останавливается возле старого дома, разговаривает со шмелями, помнит собак, любит аэропорты и может полчаса смотреть на дождь. Я вдруг поняла, что всю жизнь пыталась как будто объяснить эту часть себя,
оправдать, пристроить, сделать более удобной. А здесь впервые ничего объяснять не нужно. Можно просто быть. И, возможно, я плачу не потому, что родился новый проект, а из-за того, что произошло знакомство с собой, с той частью себя, которая очень долго ждала разрешения существовать. В общем, я просто слишком поздно дала ей имя. Мне кажется, именно поэтому эта история ощущается не как запуск новой серии, даже не как новый проект, скорее как возвращение домой. Домой, в то место, которого, как мне казалось, у меня никогда не было. Или, может быть, оно всегда было, просто я слишком поздно его узнала? И, наверное, это касается не только проектов. Мы часто слишком поздно даем имя тому, чем уже живем. Кто-то много лет ищет дом, а потом понимает, что все время искал принадлежность. Кто-то много лет злится и только потом узнает в этой злости боль. Кто-то много лет тяжело и много работает, а потом понимает, что искал не успех, а признание или любовь, или право быть собой. Наверное, почти все самое важное мы называем уже после того, как проживаем. Поэтому сегодня мне хочется сказать совсем простую вещь. Я думала, что всю жизнь куда-то еду, а потом поняла. Все это время я училась смотреть. И кажется, теперь можно познакомиться. Здравствуйте, я женщина в дороге. И что еще я поняла про себя точно? Если завтра по каким-то причинам я перестану путешествовать и буду сидеть на лавочке возле дома, то обязательно замечу, как сосед несет старый стул, а за ним бежит собака, как за угол дома заворачивает знакомый соседский грузовик или красивая почтовая машина. И не спрашивайте меня, почему красивая. Или школьный автобус, и Бог знает, что я увижу еще дальше. И это все равно будет женщина в дороге. Потому что дорога — это не география, это способ смотреть. «Женщина в дороге» — это проект о внутренних путешествиях, которые становятся видимыми благодаря внешней дороге. Это про внутренние дороги, по которым мы идем всю жизнь.